Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз. Что скрыто? Тайное, что прояснится? Знаки судьбы, чего вы пока не видите, а это случится. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 января 2026 года. Давайте узнаем, что же там происходит за вашей спиной, мои дорогие водолеи, и что прояснится с 1 по 10. Но все же я бы хотела добавить, что не совсем это в 10 дней какой-то период, да, когда может что-то проясниться. Он и растянуться может, потому что планета-управитель Уран, ваша планета-управитель, находится в знаке зодиака Телец, да еще и в ретро-движении. Ретро – это всегда как бы обратное что-то. Вот почему мы в этот период можем именно с приставкой переделывать, переписывать, перерассматривать какие-то варианты, вопросы. И как минимум это может быть продолжено именно с заходом на февраль. Но в данном случае нам Уран уже помогает. Помогает разобраться с какими-то сложными темами, наболевшими вопросами или волнующими историями. Расставить над всеми какими-то позициями вашей жизни, которые тянут назад, покоя не дают, вот эти логические точки. Своеобразный у нас коридор возможностей. И это не совсем в период январь, февраль, это продолжится и дальше. Я хочу вас пригласить на прочитать мою статью на свой сайт. Вот у вас тут что-то может и ускориться. Так вот, перейдите в описании под видео, я оставлю ссылки, кому интересно. И на телеграм-канал, пожалуйста, переходите. Буду искренне вам рада. Мы продолжаем. Перевернулась карта «Восьмерка жезлов». Ждите какой-то информации. Тут какой-то процесс у вас как раз может даже ускориться. Или это не значит, что это тот процесс, которым вы сейчас занимаетесь. Но это может быть какая-то история, которая так или иначе связана с чем-то вам хорошо знакомым. Но чаще по этой карте это какой-то как шанс, это какая-то возможность, мои дорогие. И нельзя терять ни минуты. Может быть, это у вас сложится такая конфигурация событий, что получили известие и нужно действовать прямо сейчас. И тогда какие-то двери откроются. По этой карте вы набираете темп. Ладно, давайте еще раз перемешаю. И мы достанем первые три карты, как три знака судьбы, чего вы не видите. Чего не видят водолеи? А это случится первый знак судьбы. Второй знак, чего вы не замечаете, возможно, чего вы не предполагаете или о чем даже не думаете, не догадываетесь. И третий знак судьбы. Так вот, что же там прояснится, к чему быть готовому? Что произойдет? Что уйдет? Достанем такую карту. Ну, может быть, вы завершите что-то сами. Или вот как какое-то дело, да, завершили и уже точки расставлены, можно спать спокойно. Что придет взамен? Что нового спешит в вашу жизнь, на ваш порог? И по основным сферам жизни. Первая карта. Что ждет водолеев с 1 по 10? Сфера любви, взаимоотношений и личной жизни. Что ждет в сфере финансов с 1 по 10? И что ждет вас, водолеи, с 1 по 10? Это документы, ваши достижения, работа, у кого-то учеба, у кого что. Давайте будем узнавать, чего же вы не видите. А тут какая-то радость у вас на порог приходит. Ну или доброе известие. Может быть, это связано с конкретным человеком. По этой карте подарок. Ну, может быть, и какое-то приятное общение, рыцарь чаш. Но эта карта не говорит о том, что это будет продолжаться как-то долго. Может быть и будет, а может быть и нет. Быть реалистом. Но эта карта дает нам вдохновиться, порадоваться, восстановить силы. Ну, может быть, так немножко помечтать. Мечтать нужно, потому что это все равно, что мы, особенно когда мы визуализируем эту мечту, как будто кожей ощущаем, что мы уже ее как бы достигли, получили. Мы себе как руку помощи из будущего протягиваем. Вот для вас это будет очень важно. Вы этого не видите. Позитивные мысли, мои дорогие водолеи. Это точно. Чего вы еще не видите, о чем не догадываетесь? Может быть, исходя из какой-то конфигурации новостной или из каких-то событий, вам придется либо решение принимать, или буквально решиться на что-то. Опять же, нам говорят, туз жезлов часто это именно шанс, возможность, которая к нам приходит.
через либо контакты с другими людьми, через события внешнего порядка, через вот какую-то взаимосвязь либо с чем-то, либо с кем-то. Но это как побудительный мотив или та точка, словно невозврата, которая делит нашу жизнь на период до и после. Но по тузу жезлов мы как будто и решить должны, и решиться, и уже быть готовы сделать первый шаг. Вот что-то такое вы можете не видеть. И ведь правда, где-то карты говорят о том, что с учетом восьмерки жезлов какой-то вопрос или тема может ускоряться. Но что-то может быть и на паузе. Вот смотрите, у вас сейчас время, когда вам правда нужно обязательно определиться. Может быть. Или ваши дела адаптировать к тому, что есть, к тому, что сложилось, подвести какие-то итоги. Потому что путаница какая-то, понимаете, она у вас присутствует. Ведь эта карта еще прокрастинация, а также еще как розовые очки, которые мы на себя одели и думаем, что, ну нет, мы вот во всем правы. Может быть, мы и ждем что-то, да? С одной стороны, иногда эта карта, когда много возможностей. Возможностей много, а глаза разбежались. Вот что-то подобное у кого-то может быть. И все равно вот это, знаете, как 7 чаш. 7 одновременно — это как, представьте, 7 дорог. Мы в них одновременно не пойдем. Для начала нужно выбирать что-то одно. Вот вам какой-то однозначный выбор придется делать с 1 по 10. Так что же там прояснится? Правда, по какой-то неожиданности прояснится или откроется? Или будет сама по себе возможность, когда вам придется куда-то спешно собраться, отправиться, может быть, налегке подпоясаться, куда-то переместиться, или какие-то важные согласования, подписание документов осуществить. Вы можете услышать много новостей. Какой-то человек вам, я не исключаю, да, но у кого-то новость, у кого-то связана именно с визитером, который приносит эту новость. Или когда вы сами куда-то едете, и именно в дороге тоже какие-то сюрпризы вас могут ожидать. Будьте готовы к неожиданностям в целом. Но вот эти неожиданности или дороги, они как будто вам необходимы, потому что посредством вашей деятельности, вот именно, да, или даже пусть с какими-то неожиданностями вы сталкиваетесь, так а в конечном итоге для вас что-то прояснится. Давайте узнаем, а что это такое? Ну, вам как будто нужно вот четко понимать, что вы будете делать дальше. Причем королева жезлов, архетип этой карты — это тот человек, который прошел очень сложный жизненный путь. Очень часто королеву жезлов жизнь ставила на колени, но она поднималась. В итоге вот этот грустный опыт ей теперь помогает куда-то, с одной стороны, но в некоторых вещах не торопиться. Не торопиться выносить вердикт. И сильные две стороны. Умение работать с информацией, а мы в этот период будем слышать очень много недостоверной информации. Доверяй, но проверяй. Помните, это для вас имеет большое значение. И правильно распоряжаться деньгами. Но еще один такой момент, который вам говорит карта. Мы ведь спросили, что прояснится. Так вот, вы правда, вы какой-то узнаете, проясняете какой-то вопрос, но ваша задача об этом молчать. Черный кот возле ног королевы говорит о том, что она умеет хранить тайны, и свои, и чужие. И тогда ваша позиция, она как будто многократно усиливается. Не рассказывайте о себе много, не делитесь. Может быть, даже вас будут спрашивать, может быть, беспардонные вопросы. Тут для вас не только ваше решение решимости первый шаг, а еще и умение молчать творят чудеса. Но точно тут у вас прояснится какой-то вопрос. И посмотрите, две жезловые карты. Поэтому тут, скорее всего, тема, которая касается вашей занятости или участия в чем-то, или денежного вопроса, или откуда к вам приходят деньги. Вот какая-то увязка идет именно с этими сферами жизни. Давайте посмотрим, а что уйдет. У кого-то уйдет безденежье. Пусть уходят, правда? Но иногда 2 пентакля. Ну, вот есть такой момент, когда мы вынуждены. И карта, кстати, в некоторых колодах прописана, вот как будто деньги неважные сейчас.
важно умение договориться, да, словно жонглировать, ведь чаще всего это жонглёр нам показан, который вот подбрасывает и ловит эти 2 пентакля. Ну, поэтому, может быть, и была какая-то, такая стезя в вашей жизни или период. Приходилось вот именно как 2 пентакля. Вы себе говорили: "Деньги сейчас для меня не важны, важно договориться". Потому что ведь эта карта где-то говорит о том, что, мы проявляем дипломатию. Ну, точно так же, может быть, меняется какая-то финансовая ваша составляющая, или вот-вот она должна измениться. Но от вашего выбора, от ваших решений это будет зависеть. Что еще уйдет? По этой карте могут уйти контакты с некоторыми людьми, как будто это вам не нужно. По этой карте мы пробуем что-то и как бы примеряем на себя в виде нового опыта или какого-то, ну, может быть, вдохновение в виде идеи. И мы попробовали, видим: ага, не пошло. До свидания. Да, приступили к чему-то новому. Вот тут может проиграться и так, что часть ваших каких-то задумок, идей вы будете анализировать так более рационально и поймете: не имеет смысла, уже не хочу, уже, ну, закончилось, может быть, и терпение, может быть, ну, вообще какая-то целесообразность, она потеряна. Вот здесь уходит то, что, наверно, знаете, на уровне какой-то либо игры, либо какой-то пробы, или когда что-то ненадежное, опять же, вот это уйдет. Что придет взамен? Вот пусть приходит, правда. Аркан Мир. Это итоговый старший аркан, последний. Мир — это когда мы получаем то, что мы хотим. Это когда сбываются наши желания. Но мы к этому прикладываем усилия, причем может быть очень много усилий. Что придет взамен? Для кого-то из вас мир буквально открыт перед вами, какая-то поездка. Для кого-то из вас работа, может быть, даже из любой точки мира. Работа удаленная, работа на дому. Вы можете рассматривать разные варианты заработка. Для кого-то из вас, правда, может быть путешествие на долгий период времени, кстати. И, может быть, в ту местность, где даже на других языках говорят. И вам придется спешно, кстати, обучаться чему-то. Я такое могу предположить. Может быть, это вот нужно себя поторопить, да, и что-то как будто как иностранный язык освежить в памяти или быстро выучить, может быть, и так. Вот тут у вас какая-то история завершается, потому что, безусловно, старший аркан, но это идет или вас ведет к совершенно новому качеству жизни, мои дорогие водолеи. Какая-то миссия у вас на кону, правда. Что ждет? Сфера личной жизни. Ну вот что выпало, то выпало. Карты живут своей жизнью. Перевернулась, значит, обязательно того и гляди. Появится в нашем раскладе. И опять же, тут ускорение какой-то темы, вопроса, может быть, какие-то прежние договоренности по части личной жизни. Ну, может быть, с родственниками связано. Или, с какими-то знакомыми, которые, ну, едва ли не ближе, чем родственники, друзья. Такое тоже бывает, да. Но здесь вот что-то будет убыстряться. Может быть, меняется у людей что-то, может быть, меняется и у вас. Как будто поворачиваться быстрее приходится. Правда, жизнь набирает темп по части личной жизни. А что ждет в финансах Водолея? Выход, правда, из какого-то лабиринта. Значит, вот все то, что я сказала, имеет место быть. Я не могу сказать, что, знаете, вот прямо сейчас, как будто эти деньги, они у вас уже в кармане, в руках. Но, может быть, они и есть тогда какая-то сумма, вот с учетом двойки пентаклей. Она должна быть сохранена, они вам понадобятся. Но, наверное, Водолей больше думает именно с позиции будущего. Где, как, что применить или заработать. Может быть, это какие-то системы взаиморасчетов. Может быть, какой-то платеж не проходил для кого-то из вас, да? А здесь вот вы эти деньги получаете. Посмотрите, 2 туза, да? И оба туза больше о деловой сфере. Как будто сейчас Водолей. Удивительно, но практически вот одна только карта об эмоциях. И то тут такие эмоции, которые, знаете, ну да, они могут накрывать, потому что мы говорили прокрастинация, что-то нам даже приятно, радостно об этом думать. Или вот рыцарь чаш. Но если мы начали вот уже вот эту рассматривать палитру, тут сугубо деловые карты. А вот интересно на ваши дела, давайте сразу откроем. Тут что-то завершается. Может быть, это вы в предвкушении как раз
того, что какая-то история, вы как кожей чувствуете, что подходит что-то, какой-то жизненный этап у вас к концу. И это правда. Вам придется, может быть, не столько, ну, может быть, и есть те темы, которые вот вам как гештальты нужно закрыть. А ведь вообще для вас, смотрите, 13-й старший аркан, я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть, это именно про трансформацию, мои дорогие, как перерождение. И вверху у нас аркан мир, когда весь мир у ваших ног. Какая-то эпоха у вас, как знаете, прежняя эпоха жизни. Или какой-то период жизненный, этап у вас тут тоже завершается. Для кого-то это будет означать, может быть, смена работы. И причем вы это не делаете на каком-то надрыве эмоциональном или когда, ну, вынуждены, что ли. Нет, тут вам явно что-то нравится. Вы от чего-то довольны, счастливы, что-то получается. Да, неожиданности будут, к этому будьте готовы. Где-то вы будете тут, ну, может быть, и посидел бы еще Водолей, да подумал. Скорее всего, словно волшебный пендель, я надеюсь, все понимают мой сленг. Что-то подобное может происходить с 1 по 10 января. Потому что, ну, наверное, планы Вселенной на вас, мои дорогие Водолеи, они какие-то уже запущены, понимаете? И уже все сроки, может быть, в небесных скрижалях, в небесном расписании расставлены и прописаны, и вы это не можете изменить. Я так вижу, потому что 2 туза, 8 жезлов, по сути дела, 2 карты трансформации. Вот иногда именно 8 жезлов — это тоже как трансформация. Да, это шанс, когда 1000 дорог в одной точке. Вот у вас будет какой-то пункт, день с 1 по 10, когда вам действительно вот именно сейчас нужно принимать решение, а не отдаленно, абстрактно. Может быть, завтра или еще там когда. Вот что-то завершается и требует вашего внимания. Но давайте я узнаю хорошо, а что вообще это означает. Может быть, для кого-то из вас король чаш. Какая-то история с домом связана, с близкими. Может быть так, может быть, вы узнаете, получаете какое-то известие. Вполне вероятно, и конкретный человек, которого вы долго ждали. Но здесь, вы понимаете, уже нет смысла ждать. Более того, для кого-то из вас уже и неинтересно ждать, потому что жизнь, опять же, набирает свой темп. Она идет своим чередом. Может быть, меня люди смотрят из разных стран. Или для кого-то из вас это связано было с тем, ну, в той стране, где идет война, к сожалению. Не везде спокойно, отнюдь. Так вот, тот человек, который, ну вот, может быть, пропал без вести, да, но вы где-то уже чувствуя, слушая интуицию, что, ну нет, все равно мне нужно жить сегодняшним днем. Вы сумеете переключиться от какой-то навязчивой мысли. Вот это прошлое, которое вас как будто тяготело и вызывало, может быть, много эмоций. Вот какая-то конфигурация явно будет меняться, и это будет оказывать влияние на ваши планы. Хотя я не исключаю, может быть, планы связаны с кем-то из близких, к примеру, да, потому что часто проходят именно наши близкие по королю кубков. И тогда, может быть, это известие от близкого человека, да, от родственника, там, ну, неважно, кем приходится, но это вот тот, кто либо вхож в ваш дом, либо в ваше какое-то ближайшее окружение, тесное общение, может быть и так. Может быть, у человека что-то меняется, и какой-то процесс может ускоряться, или тут что-то вам придется тоже пересматривать, и вы понимаете, что, ну, какая-то прежняя конфигурация, увы, тоже не работает. А что это по части денег? Что ждет? Вот вам нужно выйти, правда, посмотрите, вам придется договариваться. Вам придется какой-то финансовый вопрос решать. 5 пентаклей — это как заноза. Вот, может быть, и правда постепенно, да, игра с деньгами, как я говорила, она отходит на второй план. Вам какой-то нужно самому или самой продумать ваш собственный план, потому что могут меняться или системы взаиморасчетов, или законы, да, в рамках которых работают эти системы взаиморасчетов. Вот здесь что-то будет точно меняться. И мы не можем сесть и сожалеть или ждать. А вдруг там опять что-то возобновится? Приготовьтесь к тому, что да, неожиданности есть, и придется принимать решение, а к чему это все идет. Кому-то из вас можно или нужно быстрее куда-то либо поехать, либо найти будет какую-то информацию.
Может быть, это будет связано с конкретным человеком. Здесь может быть ситуация кому-то закрыть, может быть, придется сделать какой-то платеж совершенно необходимый, но вы это не планировали, а вам это нужно именно сейчас, с 1 по 10. Иногда идет бунтарь без причины, поэтому может быть и человек, да, какой-то сложный такой, а вам с ним придется договориться. Как бы чего-то тут не упустить, понимаете? Тут самое главное — говорить правду самому себе. Основной смысл этой карты, причем быстро как-то, оценить обстановку и себе самому не соврать. На кону ваше солнце. Не могу сказать, что просто, но как-то вдохновленно, мои дорогие. Хочется этим заниматься, это хочется продолжать. Может быть, и вам уже хочется с чем-то проститься. И к этому у вас будут возможности. Ну вот таким был наш прогноз с 1 по 10. А я благодарю вас, мои дорогие, любимые водолеи, что вы смотрите мои видео. За то, что вы мне пишете волшебные, искренние комментарии. Я всегда с удовольствием их читаю. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и читайте мои публикации. Ссылки в описании под видео. Кому это удобно, подписывайтесь на телеграм-канал, там весь мой контент в одном месте. Я вам буду искренне рада. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.